Все началось с того, что я просила на день рождения собаку. Когда я уехала в 13 лет в лагерь, родители мне решили купить коня. Она: я хочу собаку. Я говорю: дочь, ты что? Собака в благоустроенной квартире? Нет. Это просто невозможный вариант. Она же пушистая, везде шерсть будет. Ну, она такая: ну, ладно. А я думала, вы мне на день рождения подарите собаку. Ну, и мы ее отправляем в лагерь отдыхать в Анапу. И пока она была в лагере, я говорю: муж, давай дочери на день рождения купим коня вместо собаки. Собака в благоустроенной квартире — это, конечно, катастрофа, а конь в благоустроенной квартире — это нормально. Мы решили, пока дочь у нас в лагере отдыхает, поедем на конезавод и посмотрим, что там вообще есть в продаже. Мы приезжаем с мужем на конезавод и видим Анкора. Это вообще безупречно красивый конь. Естественно, я об этом не знала. Я приезжаю через 21 день, вся черная, загорелая, соскучилась по дому. И родители везут меня на дачу к нашему другу. Мы собирались там что-то отмечать, видимо. И там стоит большой вороной жеребец. Я такая: что случилось, что происходит, что это вообще такое? Вот, и родители сказали, что это подарок мне на день рождения. Я была, естественно, в шоке, потому что я очень любила лошадей, но ездить верхом я не умела, ну так, может быть, чуть-чуть рысью. И как ухаживать за ним, я вообще не представляла. Первый был вопрос, где он будет зимой находиться и что вообще с ним делать. Вот, ну и потом через какое-то время, где-то через месяц, мама решила купить второго коня. Через недельку мы думаем: что-то нашему Анкору скучно. Он же жеребец у нас элитный. Надо ему кобылку подыскать. Надо же, чтобы у него табун был. Ну и нам говорят, вот есть на границе с Казахстаном один такой суперный разводчик коней. У него есть хорошие кобылки. Дали нам его адрес и говорят: ну, ехать недалеко, буквально там 100 километров. Едем, час, 2, 3. Хорошо, навигаторы уже тогда были. В итоге мы находим эту деревню какую-то, мы заблудились. Дети у меня хлебом поужинали, водичкой запили. Вот. И приезжаем, нашли этот аул. Ну, это образно деревня, практически заброшенная. И там действительно такой очень крутой заводчик коней. У него потрясающие кони, красивые. И вот мы идем, выбираем кобылку, идем по конюшне и проходим мимо. И видим, стоит Гром, наш Гром. Он тогда же ребенком был, таким смешным, весь такой в репейнике, лохматый. И мы такие: какая кобылка? Вот он, прекрасный жеребец, жеребеночек. Все, нам сказали: если вы его не забираете через неделю, то мы его все на колбасу отдаем. Естественно, мама не смогла смотреть на то, как этого прекрасного коня хотят съесть казахи. Вот, и в принципе конину мы никогда не едим. Вот, ну и решили купить Анкору другу. Через какое-то время мы поняли, что надо учиться верховой езде. Сначала нас учил друг наш общий, он говорил, что он все умеет, все очень классно делает. В общем, он научил меня ездить как мешок с картошкой на коне. В принципе, было неплохо, с коня я не падала. Ну и через какое-то время мама позвала девочку с ипподрома к нам работать. Она научила меня ездить верхом, научила меня прыгать через препятствия, потому что Анкор был у нас титулованный конь. Вот, он занимался конкуром. Все было очень неудачно, потому что первые разы я летала под все барьеры и на все березы, но ничего страшного как бы. Несколько раз я в яму со стеклом. Главное, маме было об этом не рассказывать, потому что если бы я об этом сказала маме, мы бы всех коней сразу продали, и больше никаких бы коней не было. Ну и где-то вот так вот примерно 2 года я постоянно ездила сюда, постоянно ходила здесь. Вот, естественно, когда я приходила в школу, вся загорелая, меня спрашивали: а где ты была? Ты почему такая черная, на юг, что ли, ездила? Я говорю: нет, я на конюшне была. Ну и все смеялись, такие: на какой конюшне? И так далее. А потом, через какое-то время друзья начали, друзья-то обо всем уже знали, и через какое-то время все начали ездить сюда, потом мы ездили с классом сюда несколько раз, начали ездить с театром.
Ну и через какое-то время мама поняла, что ну коней надо как бы чем-то кормить. Они просто стоят и едят сено. А зимой как бы нужно овес закупать и все дела. Ну и мы начали проводить прокаты. На протяжении 2-3 лет я постоянно летом находилась здесь. Мы выезжали в парки катать верхом с мамиными знакомыми, которые нам здесь помогали. В 2017 году меня мама вообще бросила здесь одну. Они уехали с папой в Турцию отдыхать. Сказали, ну вот тебе кони, пожалуйста, проводи прокат и делай, что хочешь. Я думаю, классно, отдохнула Ника летом. Но вообще, на самом деле, эмоции незабываемые, когда ты едешь верхом по полю. У тебя развиваются волосы, а этот дурак тебя разносит, несет на все 4 стороны. И ты думаешь, что ты сейчас останешься на какой-нибудь березе висеть. И такое неоднократно было, что ты оставался висеть на какой-нибудь березе. Но это те ощущения, которые ничем нельзя заменить, наверное. Когда ты общаешься с лошадьми очень долго, ты понимаешь, что, наверное, это общение не может заменить себе человека, близкий друг. Ты подходишь к коню, и не говоря ни слова, он понимает все твои внутренние переживания. Неоднократно были ситуации, когда ты стоишь весь какой-то печальный, о чем-то думаешь, и люди как бы не понимают, что ты происходит, потому что все же любим мы маски надеть на лицо, улыбаться, ходить, все хорошо. А он стоит, и он понимает, что тебе нехорошо. Он положит тебе вот так вот голову на плечо, стоит, мордой в тебя тычется, ты весь слюнявый, но тебе почему-то хорошо, потому что какое-то существо, оно понимает все твои эмоции и переживания.